Привет, Арми. Прежде чем мы начнем говорить о том, что происходит на экране. Прежде чем мы замедлим, проанализируем и обсудим видеоролики. Позвольте мне на мгновение перенести вас назад. В пространство. Во время. В момент, который не был запланирован, но который ощущался. Вчера вечером репетиционный зал BTS снова задышал. Не благодаря сложной хореографии. Не благодаря тизерам камбэку или плотному графику. А благодаря чему-то гораздо более тонкому – вибрации. Вспышка камеры. Белый свет отражался в зеркале. Участники собрались в повседневной одежде, их лица были усталыми, но расслабленными. Атмосфера была легкой. Смех. Непринужденные разговоры. Все казалось нормальным. Пока медленно, без всякого приказа, наше внимание не привлекло одно направление. Тэхён и Чингук. Никаких грандиозных жестов. Никакого преувеличенного контакта. Никаких показных моментов. Они просто существовали. И, как ни странно, этого оказалось достаточно, чтобы изменить атмосферу. В ходе оживленной беседы. Что-то вырвалось наружу. Это не был большой секрет. Не драматическое признание. Просто небольшой обмен репликами, который звучал слишком искренне, чтобы его игнорировать. «Я хочу пойти в суши-ресторан». Простое предложение. Прямолинейно. Без лишних деталей. «Ты такой честный». Не флирт. Не сарказм. Просто наблюдение, которое показалось близким. И что? И в этот момент наступила небольшая пауза. Едва слышная, но ощутимая. Искренность, слишком естественная для светской беседы. Как будто слова вырвались без фильтра камеры, без раздумий зрителей. Затем вмешался другой голос. «Ах, Хён, где суши?» Любопытный тон. Дружелюбный тон. Разговор расширился. «А как же я?» «Купи мне тоже суши». «Мне тоже». «Купи мне тоже». «Я сделаю это». Раздался смех. Атмосфера разрядилась. Но обратите внимание на ритм. Наступила короткая пауза. Был взгляд, который камера не стала преследовать. Темп замедлился. Словно только два человека оставались на одной волне. А потом слова прозвучали так тихо. «Тогда пойдем поедим суши?» Бум. Не громко. Не драматично. Но энергия была зашкаливающей. Потому что слова не звучали как план. Они звучали как естественное продолжение чего-то, что происходило долгое время. Это было просто об ужине? Или о маленьком моменте, слишком искреннем, чтобы его скрывать? Что делало все это еще интереснее. Остальные участники замолчали. Никаких перерывов. Никакого открытого смеха. Никаких дополнений к повествованию. Как будто все в комнате понимали. Был поток, который не нужно было трогать. И вот. Тэкук остался прежним. Неизменным. Неловким. Непрерывным потоком. Как будто мир вокруг них на мгновение остановился. И в репетиционном зале остались только два ритма, которые долгое время были синхронны. Речь шла не о свидании. Не о ярлыках. Не о каких-либо заявлениях. Речь идет о чувстве. О присутствии, которое не нужно объявлять. О синхронности, не требующей объяснений. И прошлой ночью эта энергия появилась снова. В самом обычном месте. В самый простой момент. Ясный. Спокойный. Настоящий. Если вы тоже это почувствовали, то вы не одиноки.
Потому что именно в такие моменты часто проявляется правда. Не тогда, когда все в центре внимания. Не тогда, когда концепция четко сформулирована. А когда каждый чувствует себя достаточно безопасно, чтобы быть самим собой. Этот репетиционный зал, где накапливается усталость, где формируются привычки, где грань между айдолом и человеком становится тоньше всего. И в таком пространстве энергия не лжет. Тэхён не создает образ. Чингук не играет роль. Нет сценария. Нет подсказок. Просто ответ, который просто течет. Слишком спонтанный, чтобы быть надуманным. Вот почему разговор о суши ощущается по-другому. Потому что это не главное. Это просто триггер. Что мы действительно чувствуем, так это то, как они реагируют друг на друга. То, как их ритмы легко совпадают. То, как паузы между словами говорят громче слов. Многие бы сказали: это нормально. Это просто совпадение. Или это просто чрезмерная интерпретация. Но чувство никогда не возникает из теории. Оно возникает из повторения. Из закономерностей, которые постоянно проявляются. Даже когда их никто не ищет. И Тэкук всегда такие. Не броские. Не агрессивные. Но постоянные. Есть причина, почему каждый раз, когда они оказываются в одной комнате, атмосфера меняется. Есть причина, почему даже другие участники знают, когда нужно помолчать. Есть причина, почему зрители, без обсуждения, чувствуют одно и то же одновременно. Это не предположение. Это резонанс. Вчерашний вечер был не первым. И, вероятно, не последним. Но каждый раз, когда это происходит, это всегда кажется искренним. Потому что то, что реально, никогда не нуждается в неопровержимых доказательствах. Это просто присутствует. Пусть чувства говорят сами за себя. Так что, если вы смотрели прямую трансляцию и почувствовали легкое волнение в груди, не из-за слов, а из-за атмосферы, не волнуйтесь. Вам не показалось. Это был всего лишь небольшой момент, который напоминает нам всем. Некоторые связи никогда не исчезают. Они просто продолжают существовать. Некоторые моменты не предназначены для объяснения. Их нужно прочувствовать. И вчера вечером репетиционная комната дала нам молчаливое напоминание, что самые настоящие вещи часто возникают молча. Тэхён и Чингук не сказали ничего важного. Они ничего не объявили. Они ничего не подтвердили. Но именно в этом и заключается их сила. Потому что настоящая связь никогда не требует признания. Она задерживается в паузах, в коротких взглядах, в простых предложениях, которые кажутся родными. Так цените этот момент. Не для того, чтобы спорить. Не для того, чтобы использовать его как оружие. А чтобы помнить. Как небольшое доказательство того, что честность все еще может существовать. В мире, полном камер. Если вы это чувствуете, этого достаточно. И прежде чем мы расстанемся, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться. Не просто как знак поддержки этого канала, но как знак того, что вы тоже здесь. Чувствуете каждую паузу, каждый взгляд. И каждую крупицу энергии, которая никогда не попадает в большой заголовок. Таким образом, мы можем продолжать вместе. Запечатлевать моменты, которые часто ускользают от внимания камеры. Моменты, которые не повторяются, не преувеличиваются, но являются самыми честными, потому что они происходят такими, какие они есть. Вот где скрывается настоящая история.
между легким смехом и, казалось бы, тривиальными фразами. Потому что иногда те, кто говорит больше всего, не самые громкие, а самые тихие. И если вы все еще здесь до конца, то вы знаете. Именно эти маленькие моменты всегда несут в себе самый глубокий смысл.